Подожди, название метро, станции да. метро меняются каждые полгода? Ну или каждый год. Почему? Как это? Потому что в Дубае все деньги. Шок-контент. Зачем станции метро простраивать просто так с каким-то рандомным названием, если можно какую-нибудь большую компанию попросить заплатить за название. Например, вот мы сейчас проходили Shoba Realty. Shoba Realty – это название застройщика. Для тебя тоже был шок, что станции метро в Дубае можно купить, но это только один из фактов, от которых у тебя реально округлятся глаза. Я встретилась с Юлией Дунаевской, блогером-миллионником, которая живет в Дубае уже 5 лет, и мы поговорим обо всем, о чем мечтает узнать каждый, кто собирается сюда. В своем инстаграм-канале я выложила опрос, что тебе важнее в видео в Дубае. Большинство из вас ответили полезные советы и лайфхаки. Получите и распишитесь, ведь мы не только обсудим с Юлей удивительные факты и пройдемся по полезным советам для гостей города, еще я подготовила для тебя бесплатный гайд, как сэкономить туристу в Дубае, где я собрала только свои самые любимые локации, те, где можно реально кайфануть и ничего при этом не тратить. Так что обязательно досмотри это видео до конца, чтобы не пропустить самое ценное. Подписывайся и погнали! С метро интересная история. И, кстати, я заметила, что здесь нету названий улиц. То есть, когда мы ездим сейчас на такси, то мы говорим просто название дома, таксист нас сюда ведет. Ну да, то есть здание. это так везде, да? Это так везде. по всему Дубаю? Везде, везде. Даже если они существуют, эти названия улиц, на них уже просто отучились ориентироваться. То есть ориентируются на название района и название башни, например, или какого-нибудь мола. Да? Поэтому просто... Даже если где-то улицы есть, особенно в новых районах, там пытаются делать маленькие улочки, называть их какими-нибудь там милыми именами, но никто их не знает. А можешь поделиться сейчас, например, открыть свой телефон, приложения-помогаторы, которые облегчают тебе жизнь здесь, в Дубае? Ну, во-первых, YouTube. И он меня кормит, да. И как Инстаграм. Вот YouTube и Инстаграм – самые полезные приложения для блогера, рекомендую. В любой стране мира? В любой стране мира, однозначно. Поддерживаю. Переписки здесь рабочие всегда обычно в WhatsApp. Никто тебе здесь не пишет в Телеграме. Только, может быть, какие-то друзья, которые в теме, что Телеграм существует. Так. Вообще все рабочие переписки всегда в WhatsApp. Куча чатов каких-то. Uber, Bolt, Z новые. Ну, сейчас в основном я Uber использую. VPN есть на всякий случай. Но он, если честно, не очень всегда помогает. Например, если какой-то видеозвонок, там кто-то хочет например, сделать WhatsApp. Иногда он по VPN проходит, а иногда не проходит. Вот, поэтому, такое, как получится. Как ты тогда созваниваешься со своими родными? По Zoom. Zoom не требует VPN. Да. То есть у тебя еще и Zoom есть приложение? Да. Приложение Talabat, однозначно, доставка. Я в него захожу чаще, чем в Instagram. Так, что за приложение? Расскажи. Приложение, где можно заказать еду из ресторана, либо, например, там, не знаю, из магазина, либо из аптеки. Реже Карим, приложение такое же, доставка, но мне больше Talabat нравится. Немножечко, если хочется поплавать по Дубай-Марине, не обязательно арендовать дорогую яхту там за 1000 дирхамов и выше. Можно прокатиться на общественном транспорте, я называю это маршрутка. Вот, да. Ну вот мы сейчас на недлинную дистанцию едем до Марина Мола. Вот сейчас это, получается, у нас называется Marina Walk Marine Transport Station в Марине. И отсюда мы доплывем буквально там за пару минут до Марина Мола. Такая вот история стоит сколько? 7 дирхамов, да, сейчас? Было раньше 5, сейчас 7. Вот. За 7 дирхамов можно прокатиться и тоже почувствовать себя немножечко вот на воде, если у вас прям нет большого какого-то бюджета. Ну, это по дубайским меркам, можно сказать, бесплатно. Да, да, конечно. Есть некоторые штрафы, например, которые нельзя заплатить, например, до тех пор, пока ты не приехал лично в их участок и не посмотрел фильм о том, как нужно пропускать пешеходов на дороге. И будь ты миллиардер, ты должен прийти и посмотреть обучающий фильм. То есть пока ты этот фильм не посмотришь, тебя не отпустят и даже не дадут заплатить. Только посмотрел, и тогда можно заплатить.
Хорошо, я поняла, что у тебя нет машины, ты пользуешься такси или ходишь пешком. Как здесь вообще жить пешеходу? Есть вот более-менее пешеходные районы, типа как вот GLT и Марина, и там, в принципе, комфортно быть пешеходом, нормально. Но все остальные районы преимущественно вообще не приспособлены к тому, чтобы пешеходы там ходили. Даже вот бизнес-бэй, если посмотреть, там не везде бордюры есть. Иногда нужно ходить по какой-то, не знаю, по чему песку, там какому-то странному, вот. Нету часто тротуаров, нету светофоров, нету где перейти, просто, да, дорогу никакого не, зебры нету, например. Иногда ты видишь перед собой какое-то здание, точно так же, как и на машине, например, ты думаешь, что ты можешь сейчас туда дойти быстро, а на самом деле тебе нужно вот так вот обойти, потому что ближайший пешеходный переход полчаса пешком идти. Да. Вот. Тебе нужно так вот обойти, и ты не можешь перескакивать на дорогу, перебегать, потому что тоже штраф. Вот. Кстати, вопрос, если кто-то думает, что здесь не штрафуют пешеходов, штрафуют. Я лично видела и даже знаю людей, которые переходили дорогу в неположенном месте и штрафовали. Поэтому не только водителей штрафуют, а пешеходов тоже. Я не получала, но я знаю, как многие люди сюда приезжают и думают, да, сейчас быстренько перебегу. Быстренько перебегу, там, или там, кто там увидит. Все они видят, они все видят вообще прекрасно. Ты пользуешься общественным транспортом? Есть здесь вообще такое понятие, как общественный транспорт? Ну, здесь, опять же, зависит от района. Например, здесь в Марине есть трамвай. В принципе, это удобная история в Марине, да, воспользоваться трамваем. Здесь есть метро, но, если честно, после ковида, после отмены всех этих ограничений, здесь стало очень много людей, и я перестала пользоваться и метро, и трамваями, и вообще всем транспортом, потому что он просто переполнен сейчас. Настолько стало трудно вообще попасть. Иногда даже на саму станцию зайти, нужно стоять в очереди на некоторых станциях, чтобы просто зайти вовнутрь. Ну, это как бы, мягко говоря, не очень комфортно. Мне уже легче и быстрее просто вызвать такси, чем так вот стоять снаружи. Окей. Абсолютно в каждом доме здесь есть спортзал. Он бесплатный, то есть, ну, как бы ты используешь его, он уже входит в общий сервис-чардж, который ты платишь. Слушай, ну здорово, когда у тебя в твоем доме ты выходишь и такой Infinity вообще Pool. кайф. Тест-драйв на водичку. И сегодня прохладно, сегодня где-то 26 градусов тепла и ветерок такой, нету солнца. Сейчас проверим. Она теплая. Не, ну однозначно что-то в этом есть, когда у тебя в доме есть Infinity бассейн. А еще когда такой вид на канал. Там и бассейн, и сауна, и спортзал. Сауна не у всех, правда, есть, но она выглядит просто, ничего прям роскошного. Ну, просто бассейн, просто спортзал. Просто сауна. Ну, знаешь, это так звучит, когда Да. ты сейчас в Дубае, и ты такая, и в каждом доме это есть. А вот сейчас люди нас смотрят из разных, знаешь, точек России, Украины, Казахстана и так далее, у которых, ну, то есть они просто мечтают о Прекрасно таком. понимаю. знаешь. Конечно, да, особенно бассейн. В смысле бассейн В дома? смысле сауна дома? А, у нас джакузи там еще есть. Не делайте такую ошибку, как я. Я сейчас уже выезжаю из своих апартаментов в бизнес-бэе, и только сейчас я увидела, что есть в моем доме. Посмотрите, это джакузи. Здесь есть джакузи. Здесь есть вот такой потрясающий вид с теплыми вот такими шезлонгами. Здесь есть сауна. И я это все, пропустила. Вот она, сауна. Вот здесь есть Steam. И я уезжаю. В общем, вы поняли, обязательно, когда вы приезжаете, узнавайте, что есть в вашем доме, потому что практически везде есть джимы, везде есть сауны, и, короче, не провтыкайте такую возможность. Кстати, вот интересно, да, что говорят, вот, дорого жить в Дубае. Но если вот некоторые моменты пересчитать, например, здесь мне не нужно покупать отдельный абонемент в тренажерный зал или там в бассейн, потому что это у меня уже есть. Где еще в мире, может быть, где-нибудь в Сингапуре, я не знаю, скажите, может, в какой-то другой стране, ты вот за эту сумму получаешь красивый вид, красивый бассейн, сауну, ну вот не знаю я такого. Напишите, кстати, если вы живете в такой стране, интересно. Да, я вот помню в Украине, если вдруг у тебя есть бассейн в доме, или там какой-то, это вообще, во-первых, редкость, а во-вторых, это просто невероятно какой-то лакшери люкс дом.
просто вот вообще все over the top. Золотом там еще должны обшить. Все. Да. А так нет, конечно, в смысле. Ну, окно есть, скажи спасибо. Скажи, пожалуйста, здесь можно рассчитываться криптой где-то, может, в кафе, там, я не знаю, что-то оплатить, услуги, купить недвижимость? Они, скажем так, потихонечку вводят эту историю с криптовалютой, и, в принципе, я думаю, что это будет одно из самых крипто-френдли мест в мире, где можно будет рассчитываться за даже покупки. Но сейчас вот пока что, ну, я показывала приложение DO, да, оплата телефонной связи, вот там недавно появилась опция оплаты криптовалютой. Если мы, например, вообще будем говорить про Эмираты, которые здесь живут, они никогда не ходят на море, на пляж. Для них этот вид досуга вообще в целом непонятен. Типа, в смысле загорать на пляже и купаться в воде? Зачем? Вот эта история с курортом, она до них дошла, вот это, что Дубай – это место для отелей и курорт, дошла только со временем. Они вообще не поняли, зачем им благоустраивать здесь пляжи, кому это вообще надо. А оказывается, европейцы, они мерзнут там в Европе, вот, и хотят где-то еще отдыхать. С коронами, прям на яхте, одели короны. Я не могу, что называется, пройти мимо. Вот так вот отдыхает в Дубае. Прям с коронами. Почему-то я даже знаю национальность этих людей. Да, есть такое ощущение. Люди наши вот, русскоязычные, они когда заходят в метро, они не знают элементарных правил. Вот, ну, например, там вот есть женский вагон, и все заходят в этот женский вагон мужчины. Вот. А там написано Women and Children, прям большими буквами. Я понимаю, что проблема в том, что, скорее всего, наверное, люди не знают английского языка. Да. Вот получилось мое такое первое виральное видео, которое собрало 1 миллион просмотров моментально. Скажи, что тебя удивляет, может быть, до сих пор, или удивляло больше всего, вот живя в Дубае? Пожалуй, все-таки вот эти дороги, да, развязки сложные, когда ты вроде бы видишь перед собой какое-то здание и думаешь, ну вот, сейчас 5 минут к нему, но ничего подобного. Вот, потому что сложные развязки, либо пропустил поворот, и это означает, что тебе еще иногда плюс 40 минут ехать. Даже такая дубайская шутка, типа там, все, я думаю, знают, типа свернул не туда, приехал в Абу-Даби. Да, то есть, ну да, реально, то есть иногда там, или в Шарджу. Что еще? Что удивляет? Боже, меня уже так трудно чем-то удивить, здесь надо прямо задуматься. Но, наверное, меня удивило, когда я приехала сюда, что все-таки вот эта история с ограничениями там, в одежде, типа там, что все должно быть закрытое, ну, что этого нет, потому что я приехала сюда, укутанная там, закрытое платье, длинное, все, короче, ничего там. Я так старалась, чтобы соответствовать, приезжаю, тут в труселях вся ходит. Ну, ничего себе. А куда, что это? По-другому как-то, да, не так, как я думала? Действительно, оказалось, что Дубай, он такой свободный, здесь, в принципе, все разрешено. Единственное, что, может быть, более консервативные Эмираты, типа Шарджи там, или Абу-Даби, могут чуть-чуть на тебя косо посмотреть. И то, это уже отходит в прошлое, вот просто с каждым годом чувствуется, насколько это меньше и меньше. Вот здесь так много живут людей с разными национальностями, с разной религией. Как они здесь уживаются в плане того, что там разные праздники, разные какие-то, там, может быть, время молитв, там еще что-то. Самая главная религия здесь все-таки это мусульманство, да, и главные государственные праздники – это всегда мусульманские праздники. Вот сейчас, например, в эту субботу, по идее, наступает месяц Рамадан, и это, значит, целый месяц будут сокращенные часы работы там некоторых работников, да, даже в private sector. Это главный праздник, как типа Новый год для нас, да? Да, причем что, это как бы пост, и потом еще после этого есть такой праздник Ид. То есть по окончанию Рамадана праздник Ид, и на него дарят подарки. Это как раз тот самый типа день X, когда вы обмениваетесь подарками, и потом через пару недель после этого еще один Ид. То есть там еще второй раз, когда они тоже дарят друг другу подарки. То есть я всегда прикалываюсь, говорю, у вас 2 Рождества, потому что вы 2 раза дарите подарки. Вот. И это как раз время скидок, вот этих всех историй. И всем это нравится. И мусульманам, и не мусульманам, потому что это прикольная праздничная атмосфера, делают всякие фестивали. Но и кроме этого, здесь есть другие праздники. Например, индийский праздник Дивали.
да, это праздник именно индусов-хинду, не мусульман, а хинду. И это тоже празднуется очень массово. Все посвящено этому празднику, все эти украшения, весь Дубай в этих лампочках, каких-то свечах. То есть вот, ну, красиво все. Слушай, как здорово. И, конечно же, Рождество. Рождество здесь тоже празднуется, неважно, мусульмане ты не мусульмане. Люди у меня, и даже знакомые мусульмане, ставят у себя дома елку. Елку ставят, потому что им это прикольно. Подарки дарят прямо вот этого 25-го. Не потому, что это религиозный праздник для них, а потому, что это прикольно. Весело. Очередной повод подарить друг другу подарки. Да. Вот. Причем, что ходят на рождественские ярмарки здесь. Вот вы удивитесь, если придете здесь на рождественскую ярмарку, это, во-первых, красивейшая ярмарка. Это какие-то нереально украшенные елки. Даже в Европе уже так нет красиво, как здесь делают. Здесь даже делают искусственный снег. Снег падает с неба, делают, чтобы было полное погружение Рождества. Единственное, что, может быть, здесь нет глинтвейна, который... Ну, потому что здесь нет холода. Все остальное, там горячий шоколад, например. Представь себе, там декабрь, жара 26 градусов, ты с горячим шоколадом ходишь и делаешь вид, как будто это настоящий снег. Вот. И они все это очень любят, и вы вот зайдете на любую ярмарку, увидите, что большая часть людей это те самые вот арабы, которые в этих белых, господи, платьях, да. Одежды национальной своей. Да. Вот. Это как раз вот эти ребята в основном ходят на ярмарки рождественские, казалось бы, да? Ну, вот такой вот Дубай. Конечно, более консервативные там мусульмане, так, они скажут, нет, типа, харам, такое не надо делать. Но они, как правило, в Дубае не живут. Это могут какие-то быть приезжие из Саудовской Аравии, там, например, или какого-нибудь, может быть, там из Шарджи. И то даже в Шардже уже все поменялось, там стали более так свободно к всему относиться. Тоже есть рождественские ярмарки, там даже в Абу-Даби уже есть рождественские ярмарки. В общем, все это меняется, и просто все понимают, что туристы, которые приезжают сюда зимой, а здесь же как раз самый сезон зимой, их нужно как-то развлекать. Так получилось так, что не только туристы, оказывается, это полюбили, но и местные тоже. Вот так вот мы празднуем все праздники, все вместе, не привязывая себя к какой-то религии. Хочешь, можешь привязывать, можешь не привязывать. Вот. Мне нравится все. На Дивале мне очень нравится, делают салюты красивые. Вот, да. Причем, что даже стихийные салюты пускают на Дивале в старом городе. И, наверное, это единственный день, когда полиция даже не пытается никого остановить. Вот, хотя здесь же нелегально опускать салюты, так вот, рандом. Но вот там много салютов, и полиции нет. Там они их не гоняют. Потому что понимают, что это очень важный праздник для хинду. Вот так вот, да. За 5 лет что здесь поменялось? Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, тут вообще этот вопрос нужно задавать, что поменялось за эту неделю. Ну реально, потому что каждую неделю что-то появляется, какой-то новый район, новый молл. Если спросите, сколько моллов в Дубае, я не знаю, их так много, что даже люди, которые здесь живут всю жизнь, не знают, какое количество здесь моллов, не знают все новые районы. Вот просто, если вдруг вам скучно, каждую неделю можно искать для себя новый район, который ты еще не видел, и вы будете его всегда находить. Можно в пустыню разрастаться сколько угодно. А если вдруг хотите по морю, так еще искусственные острова строить. Да. Вот в море можно расти, в пустыню расти, и это не заканчивается здесь. Юля, расскажи, что за место мечты мы приехали? Ну, как? Яхты, море. Это место мечты туриста, особенно русскоязычного. Это вообще русскоязычный такой район Дубай-Марина. С этим соглашаются даже иностранцы, что в основном здесь живут все, кто приезжает, там, Украина, Россия, СНГ и так далее. Здесь красивые небоскребы, они, может быть, не самые красивые изнутри, но вот как туристу остановиться, по-моему, это очень прикольно. Почему здесь любят приезжать русскоязычные сюда? Ну и стоит ли действительно приезжать в этот район и жить здесь? Ну, во-первых, мне кажется, исторически как-то так получилось, что именно русские здесь инвестировали много денег в недвижимость, здесь покупали здесь квартиры, когда только застраивалась Марина, поэтому так получилось. Ну и плюс обычно наши люди, у нас определенные стандарты, вот как мы хотим жить, чтобы какие-то яхты были, чтобы какая-то вот водичка была. То есть нам не интересно жить просто в каком-то месте без вида. Мы все хотим какой-то красивый вид, небоскребы. То есть для нас это экзотика, и, соответственно, вот именно русскоязычные люди сюда приезжают и любят здесь останавливаться. Вот. Со временем, конечно, они отсюда уезжают из Марины, они понимают, что это все-таки не самый роскошный район, он таким выглядит только
на первый взгляд, а потом они понимают, что в Дубае роскошь это не небоскребы, а наоборот вилла. Вилла, либо какие-то малоэтажные дома, но новые, типа вот как City Walk там, или, например, Blue Waters, искусственный остров. Вот это считается здесь роскошью. А вот эти башни уже не такие роскошные. Здесь очень много хостелов сейчас стало появляться внутри. Это не может считаться каким-то лакшери жильем. Когда ты только приехал сюда, это выглядит очень прикольно, шикарно. Да. Да, ну и погулять тоже неплохо, кстати. В Дубае я практически все время забываю, что мы живем в пустыне, ну просто потому что не очень похоже на пустыню. Вот, как-то по-другому она будет. Я вспоминаю, что мы в пустыне, наверное, когда, если полевая буря, причем, что она вот не так, как вот мы в фильмах представляем, вот ты идешь там сквозь бурю, какие-то песок на тебя летит. Нет, просто небо становится желтым. И ты так вот идешь вроде по улице, вроде ничего не происходит, но у тебя на зубах поскрипывает песок. Вот это полевая буря здесь. Да, бывают, конечно, более какие-то жесткие прям ветра с песком, но это очень редко. В основном полевая буря — это просто все желтое вокруг. Балкон, кстати, все время у меня в пыли. Это у меня горничная больше всего времени всю уборку проводит не внутри квартиры, а на балконе, чтобы просто каждый раз вымыть тонны этого песка. Вот. И это буквально вот, она помыла, на следующий день уже опять все желтое. Да, то есть нюансы. Влажность. Многие думают, что сухая пустыня, что тут, наверное, сухо, это же пустыня, да. Правда? Ничего подобного. Здесь сумасшедшая влажность. Вообще все вот эти дома здесь вокруг страдают в первую очередь от влажности, от грибка, который здесь появляется. Да, то есть здесь же вот эти... В жизни бы не подумала. Вот, все это приходит, особенно здесь вот близко, когда живешь к морю, Персидскому заливу, вот эта вся влага приходит. У меня дома стоит осушитель воздуха, такая машинка. Не знаю, видели у меня, может, в профиле, нет? Я снимала как-то видео про нее. И за буквально пару дней набирается, таких хороших пару литров воды из воздуха. Думаешь, офигеть, так можно так воду добывать? Вот, новый бизнес, да? Вот. И еще у меня висят такие специальные такие впитывающие пакетики в шкафах во всех, везде. И там за пару дней набирается тоже весь пакет воды. Прям за пару дней? Потому что мне люди не верят. Говорят, да. это неправда. Есть, кстати, люди, которые живут чуть-чуть подальше от моря, и у них не так сильно эта влажность, и они могут даже не заметить, если, например, они живут в каком-то отдаленном районе Дубая, могут не заметить, что Дубай такой влажный. Да. Но вот чем ближе ты вот сюда, к Персидскому заливу, тем больше ты страдаешь от этой влажности. Вот, да, так что вот эти такие специфические моменты, вот, что оказывается, нужно не увлажнять воздух дома, а осушать его, потому что просто все будет сырое. А если ты уехал, особенно летом, когда влажность особенно повышенная, если ты уехал на пару недель и не оставил кондиционер включенным, ты приезжаешь домой, и у тебя просто лужи воды на полу, вот так, ты по ним ходишь, хлюпаешь, стекает, со стен стекает. Как я приехала после каникул в Европе, и у меня по стене такой поток, водопад. И я думаю, что случилось? А это кто-то залил. Закрытые балконы, понимаете, закрытые балконы, и все стекает. У меня вот друг, который дает Airbnb, иногда, когда он уезжает летом, просит меня зайти к нему в квартиру, проверить, не выключила ли горничная случайно кондиционер, потому что если он все будет в воде. Ты, когда гуляешь по улицам, даже вечером, например, ты чувствуешь себя безопасно, то есть ты можешь одна пройти и комфортно себя чувствовать, не оборачиваясь, знаешь, типа кто-то за мной идет. Без проблем, 100%, без проблем хожу, могу ночью пойти сама, вообще не задумываюсь, настолько, что даже иногда страшно, как вот я вот потом, когда в Европу еду, мне нужно какое-то время перестроиться, чтобы на самом деле переживать за свой телефон, переживать за свою сумку. Я всегда считала себя максимально собранным человеком, что я никогда ничего не забываю нигде, не оставляю. Сколько раз я только в этом Дубай-моле оставила свой телефон и сумку, вы себе не представляете. И это, с одной стороны, и хорошо, и с другой стороны, меня это пугает. Вот, потому что, вдруг я разучусь контролировать свои вещи, когда мне действительно нужно в какой-нибудь стране. Вот, То есть еще один, не миф даже, а правда. Получается, если ты оставляешь свой телефон или оставляешь свою сумку, никто ее не заберет. Ноутбук посреди. Единственное, что, конечно, есть некоторые районы, где я бы этого не делала на всякий случай. Какие? Например, Дейра, старый район. Туда приезжает много рабочих, или там Бур-Дубай.
Очень часто эти люди, вот те, которые там живут всегда, они очень дружелюбные, безопасные, но есть иногда, которые приезжают там на неделю. Здесь все равно есть и расизм, и все дела. Просто он как будто один из таких первых городов, где люди учатся жить в мире, вне зависимости от национальности, вне зависимости от языка, потому что если будешь пытаться здесь что-то да, из себя строить, тебя тут же выкидывают из Дубая. То есть тебя депортируют моментально, никто не будет с тобой играться, поэтому здесь вся эта история, например, с какими-то там забастовками, какими-то, не знаю, там, эти плохие, эти хорошие, здесь вообще это даже нельзя разговаривать. Расскажи каких-то там 5 лайфхаков. Возьми с собой деньги, да, найди... А чтобы не потерять эти деньги в первый же день, чтобы не растратить их. Мы вчера встретились с подругой, приехала в Дубай, и просто в первый день больше половины у меня просто ушло, говорит, я вообще не поняла, куда. Ну это Дубай такой. Тут даже если место узнает о таком лайфхаке, ой, это очень сильно поменяет нашу жизнь. Знаете, когда сейчас в ТикТоке есть тренд, когда заходишь за дверь там куда-то, да, переступил через порог, и деньги с тебя снялись, только обратно поставил ногу, вернулась. Короче, прикольный тренд, мне понравился. Да, это про Дубай. Чуть-чуть шагнул, все, уже пошла жара. Вот, поэтому вы мне там спрашиваете про суммы, что, сколько, а я стараюсь не смотреть, потому что это будет портить мое настроение очень сильно. Ну, может быть, какие-то вот секретики такие, ну, скажем так, пешеходный Дубай, если вот вы не будете идти ни на какие там туристические какие-то развлечения, вот мы гуляем по Марине, развлечения, да, фонтаны у Дубай-мола, развлечения, классное шоу. Правда, сейчас закроют его с мая по-моему, сентябрь, там какой-то будет, короче, maintenance, да, ремонтные работы, полгода почти. Вот, так что, да, туристы, которые приедут летом, могут расстроиться, но потом сделают еще лучше фонтаны, будет типа еще красивее. Много классных штук, каких-то шоу, которые бесплатные. Иногда ты просто идешь по улице, и что-то, оказывается, происходит. Какие-то салюты внезапно, даже без предупреждения, могут где-то быть. В общем, хватает здесь развлечений. Но сейчас, например, проходят верблюжьи скачки. Можно посмотреть, это бесплатно. Если, например, у тебя день рождения, ты можешь в течение 7 дней после дня рождения попасть в аквапарк Атлантис бесплатно, то есть бесплатный билет. Это постоянно появляется, поэтому вот я вот сейчас говорю, да, оно там что-то обновляется. Ну вот лайфхак, получается, когда ты летишь в Дубай, то нужно изучить эту информацию. Вот у Юли, может быть, мы будем давать в нашем блоге тоже такие полезные лайфхаки. То есть если ты не хочешь попасть сразу на много денег, то на самом деле можно найти вот такие классные, бесплатные какие-то ивенты и развлечения в том числе. Да, и скажу так, найти их очень сложно, нереально. Это нужно прямо каждый день с кем-то здесь общаться, что-то случайно узнавать. То есть это не супер открытая информация. Это вот так, чтобы в интернете погуглить, нигде вы это не найдете. В этом-то и прикол, что в Дубае все платное. Это действительно так, но иногда, вот если есть сумасшедшие люди, которые вот по крупице вот это где-то что-то вытаскивают, можно найти что-то бесплатно, можно. А так все платно, конечно. Все вложили деньги, хотят обратно отбить. Вот. Кто хочет здесь бесплатно давать, да, что-то. Люди, когда приезжают, например, из Дубая, скорее всего, два мнения будет. Первое мнение – вау, ну вот прям вау, гигантомания, все есть, всего много, есть возможности. И есть второе мнение, что все фейк. На самом деле всегда впечатляет, когда говорят, что Дубай фейк. Ну вот, ну хорошо, допустим, острова насыпные, окей, понимаю, но, допустим, искусственный снег. А еще что? Что-то еще? Ну, для меня все остальное натура. Вот так же, как в Европе когда-то своими ручками строили дома, ну, точно так же вот ручками строят здесь все остальное, улицы. Ну, вот просто там оно старое, а тут оно новое. Вот, то есть фейк что? Оно же, ну, настоящее, это не голограмма, реально, вот потрогал, и там, ну, там просто как бы старая не голограмма, а здесь новая не голограмма. Ну, то есть, как сказать, да, то есть вот это для меня, кто-то говорит, ну, вот здесь нету истории. Ну, так нету истории какой? Войн?
Ну, извините, а тогда получается все, что там, где люди умирали и были войны, это получается не фейк, а если тут все было по-тихому. И то тоже, ну, тут огромнейшая история. Тут сам факт того, что здесь находят нефть, это означает, что здесь когда-то была не пустыня, здесь было что-то еще. То есть история — это какой промежуток времени? Или, например, сколько здесь вот каждый год находят в Рассальхайме, раскапывают просто какие-то старые города вообще, какие-то неизвестные вообще. То есть это просто только даже не начали раскапывать еще. А если, например, условно, я заболела, там у меня температура, нужен антибиотик просто? Конечно, да, нужен рецепт. Вот. Мне кажется, все равно не так жестко, как в Европе. Все-таки некоторые медикаменты, я помню, что прям в Европе нужно было прям вообще на каждый там это вот. Да. Что-то здесь, что-то получается без рецепта взять, что-то нужно с рецептом, поэтому не так жестко, как в Европе, но все равно рецепт нужен. Да. И что меня радует, что я знаю, что, например, в Европе, вот у меня сестра буквально недавно жаловалась, что там ей что-то живот заболел, плохо стало. Ну все, закрыто, все, нет. В понедельник может быть, если повезет. Да. И то не факт. И со страховкой, всеми делами. А здесь что-то случилось, всегда есть клиника, которая будет открыта 24 часа в сутки. Несколько клиник. Даже можно найти этого, как называется, chiropractor по-русски? Остеопат? Остеопат, который вода вправляет, да? Да. Остеопат Да. называется? Да. Это у меня просто недавно заклинило шею, реально, просто шла, и все, и болит, и не могу ничего сдвинуть, так хожу. Вот. Ночью пришлось ехать. Нормально нашли. Ну, Дубай, конечно, он такой вот более комфортный, вот, чем Европа. Опять же, магазины все открыты. Вот здесь, вот только в этом GLT, практически в каждом доме есть магазин 24. То есть я не думаю о том, там, что нужно запастись какими-то продуктами. Я просто либо в приложении использую Талабат, мне тут же привозят. И если вдруг в приложении там, ты заказала, тебе везут больше 30 минут, это прям плохо. Единичку рейтинг должны быстро вести. Серьезно. В воскресенье тоже Да, нету любой такого, день. что закрываются Ночью, магазины? Да, нет вообще, просто идеально. И мы тут разбалованы, потом я иду в Европу когда-нибудь на лето, мне начинает дергаться глаз. В смысле я не могу, я хочу сейчас, вот сейчас 12 часов ночи, я хочу это пирожное. В смысле я не могу его заказать? Это просто невыносимо. А в Дубае так делают, а Да. вот в Дубае вот так, кто, какие люди, да, то есть есть там арабы Эмирати здесь, есть арабы, которые приезжают из Саудовской Аравии, они все по-разному очень взаимодействуют, иранцы, палестинцы, там, да, все из разных культур, поэтому даже вот понятие дубайцы, оно такое очень, ну, такое, солянка такая, да, сборная. По-разному бывает, да. Что здесь объединяет людей? Все знают, что правила жесткие, штрафы большие, ругаться с кем-то, да, например, прилюдно показать, там, не знаю, средний палец кому-то, да, или там даже отправить смайлик вот этот среднего пальца там в этом в WhatsApp кому-то, в переписке, или накричать, или вообще что-либо сказать какое-то, ну, нехорошее другому человеку. Здесь это запрещено, соответственно, все это понимают и очень стараются сдержанно себя вести. Какой-то большой разницы между работой с арабами там, или русскими там, я не замечаю, потому что все стараются держать себя в этих рамках. Здесь, в Дубае, вообще нельзя обобщить людей никак.